Он ушел так, будто играл самого себя в фильме, где режиссер не оставил сценария. Без титров, без прощального кадра. Просто исчез в доме, где больше никто не слышал шагов. Джин Хэкмен, человек, который почти полвека смотрел с экрана на миллионы зрителей, ушел в тишину. Остались не аплодисменты, а странные совпадения, пугающая хронология и ощущение, что это не должно было случиться именно так. И все же случилось. Уход от мира в горы Нью-Мексико. До того, как стать актером, Джин Хэкмен прошел службу в морской пехоте Соединенных Штатов. В 16 лет он соврал о возрасте, чтобы попасть в армию. Служил на Гавайях, в Китае и Японии. Дисциплина, выносливость, немногословность. Эти качества пришли к нему тогда и остались навсегда. Джин Хэкмен был не просто актером. Он стал голосом времени, жестким, неулыбчивым лицом американского кино, в котором справедливость приходила не по расписанию, но всегда вовремя. За его плечами 2 Оскара, десятки запоминающихся ролей и, главное, безусловное доверие зрителя. Он был не ролью, он был характером. Его папа Ай Дойл из «Французского связного» или маленький Билл из «Непрощенного» не гротески, а архетипы, вырезанные на теле жанра, как гравюра на стали. А потом тишина. Джин не умер, он исчез. Ушел не со сцены, а в частную жизнь. После ухода из кино Джин Хэкмен не просто растворился в тишине, он стал писателем, выпустил несколько романов, исторических и в жанре триллера. Эти книги были о чести, о войне, о трудных нравственных выборах. Темы те же, что и в его лучших ролях. Просто теперь вместо камеры — страницы. Даже покинув Голливуд, он продолжал делать то, что умел лучше всего — рассказывать истории. Несмотря на исчезновение из публичной жизни, в 2022 в интернете всплыли кадры. 92-летний Джин Хэкмен в шортах покупает гамбургер в закусочной Вендис. Снял его обычный прохожий, поклонник, узнавший легенду. Этот образ, пожилой человек с бургером, неспешно идущий по парковке под ярким солнцем, стал неожиданным прощальным портретом. Он выбрал Санта-Фе. Не шумный Лос-Анджелес, не ностальгическую Пасадену, не восточное побережье, а именно Нью-Мексико. Этот пейзаж тишины и разряженного воздуха. Санта-Фе — не случайный выбор. Этот городок в Нью-Мексико издавна притягивал художников, отшельников, мечтателей. Здесь жили Джорджио О'Кифф, Деми Мур, Стив Мартин. Высота в почти 7000 футов над уровнем моря, разряженный воздух. Это место выбирают те, кто хочет исчезнуть без следа, но красиво. И жил он не в доме с видом на пустыню, а в доме с Бетси. Та самая, что младше на 30 лет. Та, что играла на фортепиано, пока он снимался в своем последнем фильме. Та, что спустя десятилетия придумывала утренние ритуалы, следила за таблетками и организовывала его прогулки. Пара, о которой почти не писали, потому что писать было не о чем. Они не ссорились, не разводились, не устраивали откровенных интервью. Они просто были вместе. Долго. Именно поэтому известие о том, что оба найдены мертвыми, в разных комнатах в своем доме, с собакой, замершей в клетке рядом с телом Бетси, звучит не просто как трагедия, оно звучит как головоломка. Почти классическая американская история в духе нуар. Что обнаружила полиция в доме погибших супругов? Обнаружили их случайно. Помощники, приехавшие по обычным делам, заметили сквозь окно тела. Дом, где все всегда было по распорядку, вдруг оказался немым. Шериф, прибывший на вызов, застал удивительно мирную картину. Словно никто не звал на помощь, не боролся, не вырывался. Хэкмен лежал у входа в домашних тапочках, с тростью и солнцезащитными очками, будто собирался выйти на крыльцо, но не успел. Бетси на полу ванной. Рядом флакон с таблетками, спортивная одежда, открытая дверь. И тишина. Полиция отметила, следов насилия нет. Окна целы. Сигнализация не сработала. Ценные вещи на местах, но дверь была приоткрыта. Почему? Кто уходил? Или наоборот, кто не дошел до порога? Судмедэксперты оценили, тела пролежали не меньше недели. Кожа начала мумифицироваться, лицо отекло. Такая смерть медленная, будничная, такая, при которой проходят дни и никто не стучит. Ни пресс-агенты, ни друзья, ни случайные прохожие. Даже собака, австралийская Келпи по кличке Зиенна, умерла в клетке от обезвоживания. Остальные две, одна в доме, другая бегает по двору, живы, но в растерянности. Конечно, появятся версии. Будет токсикология, будет допрос персонала, будет реконструкция событий. Скажут возраст, болезнь, возможно, Альцгеймер, возможно, случайное отравление. Все возможно. Но объясняет ли это синхронность? Почему они ушли почти одновременно? Почему никто не услышал? Догадки, версии, гипотезы. Когда известие о смерти Джина Хэкмена и его супруги облетело заголовки, что-то в этом воспринималось как провал в реальности. И, конечно, первыми на сцену вышли не артисты.
А следователи? Именно они, в отличие от зрителей, недовольствуются финальными аккордами. Убийства, несчастные случаи, отравления – все это требует диагноза, документа, подписи. И потому шериф округа Санта-Фе Айдан Мендоса выступил с тем, с чего обычно начинаются запутанные драмы. С заявления, что причины смерти не установлены. «Опасности для окружающих нет», – добавил он. Вряд ли, чтобы кого-то успокоить. Скорее потому, что в такой ситуации эта фраза обязательна, как рецепт, выписанный врачом. Но при всей внешней ровности сама сцена, тела в разных комнатах, умершая от обезвоживания собака, открытая дверь и обогреватель рядом с телом выглядела слишком неправильно. Слишком многое не сходилось. И потому дело пошло по самому серьезному сценарию. Ордер на обыск, изъятие вещей, опросы, экспертизы. Не только из-за протокола, а потому, что у каждого участника расследования возникал один и тот же вопрос. А вдруг это не просто случайность? Что изъяли из дома? Звучит почти как каталог частной жизни, вынесенный наружу. 2 телефона. Флакон с рецептурными препаратами и упаковка парацетамола, медицинские справки. И, странным образом, самая интимная деталь – настольный планер на 2025. Версии, как водится, шли по ступеням вероятного. Не могли ли они отравиться газом, например? Но техническая проверка развеяла сомнения. Ни утечки, ни угарного газа, ни малейших признаков аварии. Все было на месте, все слишком спокойно. Значит, смерть пришла иначе. Первым важным ключом оказался не человек, а машина. Кардиостимулятор, вживленный в грудь Джина Хэкмена. Он стал хроникером его последних биологических импульсов. И вот дата – 17 февраля 2025. Почти за 10 дней до того, как тела были найдены. Электронное сердце замолчало и зафиксировало точку отсчета. В Бетси было сложнее, у нее не было встроенного следопыта, только тело, и оно рассказало больше, чем хотелось бы. Глубже мумификация, больше признаков прошедшего времени, больше тишины. Следователи склонялись к мысли, что она умерла первой. Возможно, за несколько дней до мужа. И вот тогда все стало особенно острым. Если она ушла первой, что делал он? Почему не позвал на помощь? Не смог, не захотел? Сама ванная, где нашли Бетси, будто хранила в себе ответы, но отказывалась их раскрывать. Таблетки, но не смертельные. Поза, не та, в которой умирают добровольно. Падение, но без следов удара. Обогреватель включен, и, как оказалось, не ради тепла, а как невольный ускоритель распада. Влага испарялась, ткани высыхали, и тело слишком быстро для этих широт становилось хрупким. Следы таинственного фаната. Любая необъяснимая смерть неизбежно порождает вопросы и подозрения. Даже при отсутствии явных признаков преступления тень сомнения продолжает жить в разговорах и паузах между официальными заявлениями. В случае Джина Хэкмена и Бетси Аракавы такая тень появилась почти сразу. История всплыла благодаря парикмахеру по имени Кристофер, который знал Бетси долгие годы. Он сообщил полиции, что в декабре 2024 года его клиентка выглядела по-настоящему встревоженной. Речь шла о незнакомце, который поджидал их у ворот закрытого комплекса, следовал за машиной до пригорода, подъезжал на парковке, показывал фотографии Хэкмена и требовал автограф. Бетси тогда отреагировала жестко, назвав такое поведение неуважительным, и они уехали. Однако эпизод повторился. Другой день, другое место, тот же человек, та же одержимость, на этот раз с бутылкой вина в качестве подарка, от которого они отказались. После смерти пары эти воспоминания зазвучали зловеще. Заголовки, ранее казавшиеся таблоидными, внезапно стали повторять один и тот же вопрос. А вдруг это не только возраст и болезнь? А вдруг кто-то все-таки пришел? Не с оружием, но с угрозой, которую не распознала сигнализация? Некоторые гипотезы звучали абсурдно, например, предположение о том, что фанат мог намеренно заразить Бетси хантавирусом. Хотя специалисты утверждают, что заразить этим вирусом намеренно почти невозможно. Более реалистичная гипотеза – психологическая. Преследование, страх, навязчивое чувство опасности могли подорвать и без того хрупкое здоровье Джина. 95 лет, болезнь Альцгеймера, слабое сердце – все это делало его уязвимым. Если он действительно переживал за Бетси и ощущал угрозу, мог ли стресс сам по себе стать убийцей? Полиция, однако, была предельно осторожна. Шериф Мендоса подчеркивал: никаких следов проникновения в дом, никаких улик. Фанат, если он и существовал, исчез из поля зрения задолго до трагедии. Но его образ остался, как эхо, как предположение, которое нельзя доказать, но и трудно отбросить. Лишь 7 марта, спустя почти 2 недели после обнаружения тел, обнародовали результаты вскрытия. Ответ оказался одновременно убедительным и невыносимо горьким. Бетси Аракава, 65 лет, умерла от хантавирусного легочного синдрома. Болезнь редкая, почти экзотическая, не та, какую ждешь в хронике звезд. Хантавирус – это то, что живет в пыли, в щелях за обивкой, среди следов грызунов.
То, чему не место в доме кинозвезды. Но звезды, как выясняется, тоже живут в домах с подвалами. Синдром развивается стремительно. Начинается как простуда, заканчивается удушьем. Шансов почти нет, если не начать лечение сразу. Все говорит о том, что Бетси, активная, хозяйственная, внимательная, не поняла, насколько все серьезно. В последний день она звонила врачу. Ей назначили визит. Но она так и не пришла. Видимо, было уже поздно. Вечером она исчезла. Не в физическом смысле, в том более страшном, когда человек перестает отвечать, и никто сразу этого не замечает. Джин остался один. Не метафорически, буквально. С телом умершей жены и собаками, с тишиной и своей болезнью, с потерей, которую, возможно, он даже не осознал. Потому что болезнь Альцгеймера давно лишила его уверенности, что было, что есть, что будет. Он мог думать, что Бетси спит, или просто ушла в другую комнату, а может, все знал, но не мог ничего сделать. Кардиостимулятор, ставший его последним хроникером, фиксировал активность до вечера 17 февраля. Значит, умер он, вероятно, в ночь на 18-е. Почти неделя одиночества. С тростью, с очками, с попыткой, быть может, дойти до двери. Его нашли у входа. Все эти мелочи, трость, тапочки, солнцезащитные очки, складываются в картину, которая не укладывается в сухую формулировку «естественная смерть». Соседи в редких разговорах признавались, их не покидает чувство, будто в этой истории что-то ускользает. Не преступление, а нечто тонкое, нерв, эмоция, невидимый ток, который мог пройти сквозь дом в тот роковой февраль. Как электрический разряд без ожога, лишь с потушенным светом. И потому, даже когда все версии будут закрыты, а дело уйдет в архив, останется то, что невозможно зафиксировать в отчете. Силуэт на парковке, бутылка вина, отказ от которой обернулся символом, открытая дверь, и то необъяснимое чувство, что, может быть, кто-то все же приходил, но не оставил следов. Сомнения почитателей Хэкмена. Когда речь заходит о хантавирусе, воображение рисует кадры из документальных фильмов. Заброшенные фермы, пыльные сараи, щелкнувшие двери, мышиные следы на бетонном полу, воздух, которым страшно дышать. И в этом контексте смерть Бетси Аракавы казалась почти неправдоподобной. Дом ухожен, двор чист, ни намека на антисанитарию. Но вирус, как выяснилось, не интересуется внешним лоском. Он живет по своим законам, вне приличий и статусов. Обследование Департамента здравоохранения подтвердило, грызуны все же были. Возможно, в боковом сарае, может, в старом гараже. Кто-то шуршал, кто-то оставил след, незримый, достаточный. Один вдох, и частица оказывается в легких. Все остальное — вопрос иммунитета, случайности и того, как сильно не повезло. И, конечно, в воздухе тут же возникло главное слово 21 века — заговор. Скептики, подпитанные тревожными голосами на ТВ и бесконечными ветками в соцсетях, заговорили. А вдруг это был не несчастный случай? Может, кто-то подстроил заражение? Покушение без следов, без оружия, без проникновения? Но врачи, привыкшие оперировать не домыслами, а биологией, отвечали спокойно. Намеренно заразить человека хантавирусом практически невозможно. Инкубационный период слишком длинный. Путь передачи непредсказуем. А для исполнителя риск не имеет смысла. Это не кино, это пыль. Это случай. Следствие продолжало идти своим путем. Перепроверяли камеры, анализировали цифровые метки, сверяли записи въезда. Результат оказался прозаичным. С 11 по 26 февраля к дому Хэкменов никто не приближался. Ни чужих машин, ни движения на участке, ни тревоги сигнализации. Все указывало на то, что трагедия была внутренней, домашней, незаметной, не актом вторжения, а медленным затуханием. Тем временем те, кто действительно скорбел, пытались удержать контроль над последней страницей жизни близких. Семья Джина, дочери, внуки, пасынки выступили с совместным заявлением. Просили не лезть ни к ним, к образу. Не превращать Джина Хэкмена в объект следствия. Слова звучали просто. Он был не легендой, а папой. В этих 4 словах весь пафос. Особенно пронзительно прозвучал голос матери Бетси, 91-летний Дюоуши Фистер, без обвинений, без гнева, только боль. Она просила не показывать, не превращать смерть дочери в экспонат. «Я не могу смотреть на эти снимки. Каждый раз чувствую, будто она умирает снова», — писала она суду. Пожилая женщина, потерявшая ребенка, аргумент, не нуждающийся в пояснениях. Суд внял, фотографии с телами были засекречены, публикация запрещена. Разрешены только внешние кадры, полицейские у дома, пустой двор. Эстетика молчания. Семья Хэкмена, всегда охранявшая частную жизнь, сделала все, чтобы финал не стал зрелищем. Ни судебным, ни телевизионным, ни цифровым. Секретный туннель.
Через несколько недель интернет разразился сенсацией. В подвале дома агенты ФБР нашли люк, спрятанный под ковром. Он вел вниз в узкий влажный туннель. Стены из сырой земли, воздух тяжелый, спертый, будто насыщающийся чем-то незримым. Зачем Хэкман копал? Он увлекался историей, писал романы о Диком Западе. Нью-Мексико трудно назвать обыденным местом. Это земля индейских захоронений, испанских кладов и забытых легенд. Возможно, актер нашел старую карту и решил проверить, не скрыто ли под его участком что-то важное. В туннеле обнаружили кости, пожелтевшие бумаги, следы плесени. А еще самодельный рабочий угол. Стол, инструменты, банки с ртутью. Похоже, Хэкман действительно пытался восстановить старинные артефакты. Но в замкнутом пространстве пары ртути и грибковые споры легко могли отравить воздух. Это объясняет надсадный кашель у собак, болезни его жены Бетси и, возможно, его собственную смерть. По слухам, ФБР изъяло кассету с записью голоса Хэкмана. Он говорит: «Оно там, под землей, я чую его». Затем странный гул, будто бурлит вода или дышит что-то живое. Это можно списать на бред, на возрастные изменения, но в его записях снова и снова появляется одно и то же. Тени движутся, стены дышат, я спустился ниже, и оно рядом. Человек, который всю жизнь играл параноиков, в конце и сам стал похож на одного из них. Теперь дом пустует. ФБР держит его под охраной, будто внутри спрятано нечто важное. Местные уверяют, туннель засыпали, но по ночам земля под домом продолжает гудеть. Соседи клянутся, звук остался, журналисты просят допуск, им отказывают. А гул под землей не стихает. Даже звезды умирают в одиночестве. Официальная версия прозвучала сухо и буднично. Естественные причины — трагическое совпадение. Но детали этой истории не давали покоя, именно поэтому эта трагедия вызвала такой резонанс. Слишком уж невероятным казалось, что такое могло произойти наяву. И именно с тем, кого миллионы знали и любили по экрану. Если в этой истории и есть урок, то он не о внезапности смерти. Мы и так это знаем. Он об одиночестве. О том, как оно может быть бесшумным. Как ложится на повседневность, как слой пыли, и о том, что всего лишь один знак внимания способны изменить финал.